Запасаюсь попкорном, вот, и смотрю, как вообще мои ребята будут разворачиваться дальше и что у них будет за сюрпризы от них. И полгода я ему не давала ни копейки, тем более он еще жил отдельно. Не хотят, им столько не надо. И от этого получаются конфликты. Я тебя не просил, вот эта фраза. Насколько роль матери троих детей и роль руководителя крупной компании схожи? Я вам сразу скажу, что на самом деле мама мальчиков и мама девочек — это разные мамы. Это разные женщины. И мне всегда говорили, что ты мама мальчиков. Скажем так, мало кто, наверное, да, на моем месте решился бы родить таких троих крутых ребят. И честно могу сказать, они меня воспитывают, потому что они тоже родились очень сильными. Я это сразу вижу. Здесь у меня никаких иллюзий нет, что от осинки не родятся апельсинки, как думал мой папа. Все личности, они очень разные. Естественно, мне приходилось себя самосовершенствовать, мне приходилось развиваться, мне приходилось расти именно для того, чтобы быть авторитетом для них, для того, чтобы они доверяли моему мнению, для того, чтобы иметь возможность как раз влиять правильно и помогать им находить себя, потому что, конечно, они у меня все очень своенравные и очень характерные. И эта закалка, да, наверное, 100% сказалась. Но я думаю, что здесь все, опять же таки, говорю, ну, врожденные какие-то качества, которые сначала проявлялись в семье, там каким-то образом дети вынуждали меня проявлять там их, потому что приходилось иногда там противостоять их капризам там или каким-то проблемам, вот, но потом такая подготовочка у меня была, да, чтобы потом уже выйти в такое большое плавание и уже управлять 850 человеком, а не тремя. Отец изначально вас видел преемником своего бизнеса или здесь у вас была полностью свобода выбора, вы могли пойти в это дело, могли не пойти? Нет, у меня не было свободы выбора, мне нельзя было пойти в это дело. Потому что папа был, конечно, заложником стереотипов, поскольку на самом деле это не простой труд, он всегда его называл рабский бизнес, потому что он требовал по самоотдачи полной, а папа считал, что я достойна более счастливой женской судьбы, и у меня должен быть хороший брак, я должна быть состояться как мама в первую очередь, как Мгм. женщина. Работать с такой самодачей и совмещать остальные роли он не видел возможности, что так можно. Поэтому, наоборот, меня по-всякому, всячески от этого пытались оградить. Вот. И, собственно, в 17 лет я уехала в Москву, поступила, и до 45 лет не возвращалась. Папа не воспитывал в вас именно руководителя семейного дела. При этом перед вами был пример именно семейного бизнеса, потому что мама ваша работала, да, вместе с отцом. Да. Ну, слушайте, мало того, что он меня не воспитывал, он на самом деле старался вообще исправить меня и изменить, потому что я всегда проявляла лидерские замашки и определенную силу, которую, конечно же, оказывалась на моем поведении даже, скажем так, в самом раннем детстве. Я не была непростой ребенок, и я всегда отстаивала свою точку зрения и добивалась своего, старалась добиваться. Вот, поэтому наоборот, он старался, как он мне, ну ты же девочка, всегда он мне говорил. Вот, а я всегда вела себя достаточно решительно, смело, и я никогда не была слабой. Я всегда была очень сильным человеком, и, конечно, я понимаю, что на самом деле папа пытался сделать из меня более нежную, такую хрупкую, более девочку. Вот, ну, не получилось. Нет, конечно, и тут получилось, и там получилось. Да. В его представлении я должна была быть похожа на Софи Лорен, потому что это была его любимая актриса. Такая вся мягкая, плавная, женственная. Вот. А я, конечно, я сама поняла о том, что прирожденный лидер или руководитель только в 45 лет, скажем так, осознала свой дар и свой талант. Ну и давайте не забывать про мою маму, вот, которая являлась его соратницей такой, знаете. Они были как одно целое, и мама была тот человек, который обеспечивал тыл. Она была финансовым директором при нем, и это была прям команда, которая говорила на одном языке, понимала друг друга с полувзгляда. При этом, конечно же, они всегда между собой спорили, это был бесконечный спор, но в этих спорах рождалась истина. И я видела, с какой самоотдачей мои родители работали, вот, с каким профессионализмом. В первую очередь, это, конечно, было у нас всегда в семье это обостренное чувство собственного достоинства. На этом делали всегда акцент. Но, естественно, это было в том числе и генетически мне передано, потому что мне это всегда было близко. Вот. Потом, конечно же, папина энергия, то, с какой страстью он вел свои дела и как он
увлеченно создавал бизнес, сколько вкладывал туда всего себя. Вот, естественно, это тоже есть, присутствует во мне. Папа вообще, он, да, был привержен всего нового. И у него была такая фраза: если ты не двигаешься вперед, значит, ты откатываешься назад. И это было постоянное движение. И всегда компания была, вводила все самое новое, все, что только-только появлялось, либо в законодательной базе, либо в каких-то технологиях производства, либо в технике и так далее. Все это у нас появлялось сразу. На это деньги вообще не жалели и постоянно вкладывались в развитие. Поэтому да, безусловно, это повлияло на меня. Я видела, как делается бизнес. Для коллектива, которым вы управляете, вы харизматичный лидер, управленец, но не мама. То есть у вас здесь нет какой-то параллели, что вы вот не взяли на себя материнскую роль по отношению к Вы своим. знаете, безусловно, вначале была путаница. Я, когда эту роль начала осваивать, конечно, в какой-то момент я путалась. Я иногда дома была генеральным директором. Это было жуткое время для моих детей, конечно же, безусловно. А на работе я была, как мне говорили, мамкой. Вот, то есть, но эта путаница, она какое-то время была. Но потом она закончилась, и я поняла, где должна быть кем. То есть вот это когда ты, ну, правильно понимаешь свои роли и учишься их разделять, и быть на работе там такой, а дома другой, вот тогда начинается порядок какой-то, и в этом много энергии, потенциал развиваться в разных направлениях и так далее. Можете чуть больше рассказать о своих детях? Я в интервью прочитала про Федора, про то, что он помогает вам в бизнесе уже сейчас. Они очень разные. Федор это такой харизматичный лидер. Он уже как бы родился лидером, он не боится брать ответственность на себя, он родился самостоятельно. Сложность воспитания Федора была в том, что он самостоятельным был фактически с рождения. И все решения принимал. То есть даже когда я там пыталась ему физически каким-то образом помочь, даже одеться, да, это воспринималось в штыки. Кроме того, он, безусловно, обладает высочайшим уровнем интеллекта и усваиваемостью материалов, поэтому это позволило ему всегда хорошо учиться в школе. Просто я даже не замечала, когда он это делал, поступить на самый сложный факультет самого крутого университета нашей страны, это МИЭФ, Высшая школа экономики, блестяще его окончить, сейчас он учится в магистратуре, вот. И при этом он обладает огромным добрым сердцем, вот, и готов обогреть всех, то есть вот прямо у меня ассоциируется он с таким солнышком. Да. И сейчас он не только является поддержкой мне такой моральной, и я очень многим делюсь с ним и рассказываю ему многие вещи, мне всегда интересно его мнение, особенно какие-то такие прям глубинные истории, которые мне там надо разобраться, знаете, мы так друг об друга думаем часто. Я его стараюсь все-таки по минимуму привлекать в бизнес. Мы определили с ним, что мне интереснее, если он будет осваивать новые инструменты финансовые для увеличения нашего благосостояния, зарабатывания денег. То есть это касается и финансовых рынков, это касается криптовалюты, он в этом прекрасно разбирается. Он хорошо чувствует рынок, у него математический склад ума. Конечно, в будущем это будет просто великолепный лидер, который сможет продолжить династию Романовских. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Он является генеральным директором Лазаревского теха, то есть это как раз IT-стартап, который он продвигает именно как человек, который разбирается в цифровизации, в отличие от меня, да, я разбираюсь в инвестировании, что является выгодным или нет. Он как раз разбирается в цифровизации, то есть он занимается IT-стартапом, он осваивает финансовые рынки, он в том числе помог компании. То есть он оказывает любую помощь и поддержку, которая от него требуется для компании, вот, но и параллельно является, в том числе, исследует новые инструменты, потому что компания тоже стала размещать свои какие-то денежные запасы на финансовых рынках благодаря ему. Он помогает компании двигаться в цифровое будущее, да? Я вижу уже перспективу в ближайшие не 10 лет, а 50 лет. Потому что я вижу, что то, что он сейчас осваивает, придет и станет распространенным везде, ну, особенно если мы говорим про сельское хозяйство, да, там, а не про Москву и там космические какие-то это самое, отрасли, то это будет доступно всем и каждому распространено не через один десяток лет. А мы уже в этом направлении активно двигаемся. И для меня это просто какие-то необъятные горизонты будущего, и я не вижу этому даже какого-то конца. То есть я прям очень рада, что такое, благодаря ему такое прекрасное будущее нас ждет.
Меня это очень вдохновляет. Он сам захотел здесь помочь или это была скорее ваша идея, и вы его привлекли? Федор, я же говорю, очень самостоятельный парень. И до 21 года мы не особо близки были, потому что он сепарировался. Это была наша совместная инициатива, то есть он стал самостоятельно жить с 18 лет отдельно на собственные деньги и учился там и так далее. Вот. И мы специально как бы сепарировали для того, чтобы дать ему возможность почувствовать свои собственные силы. Потому что оборотная сторона сильной и харизматичной мамы — это то, что в ее пространстве очень сложно проявиться и почувствовать себя самому. Поэтому мы договорились, что мы пока друг друга не трогаем. И потом вот в прошлом году летом так сложились обстоятельства по-разному, что он вдруг захотел. То есть это должно было быть от него инициатива. То есть, естественно, я ожидала, что такое может быть случиться, но не ждала, скажем так. То есть у меня не было никогда цели вырастить из него своего какого-то наследника. То есть я вообще за то, что дать пространство для любого человека, особенно для собственных детей, чтобы они могли проявить свои наилучшие качества и то, зачем они сюда пришли. Поэтому он сам захотел, он сказал, что я хочу, я буду тебе помогать, скажи где, что я могу сделать там и так далее. И как-то мы потихоньку, помаленьку начали сближаться в плане именно бизнеса. И сейчас у нас были тоже и конфликты, и ссоры были какие-то. Но самое главное, что мы сейчас с ним для себя вынесли для наших отношений, взрослых уже, это то, что мы хотим быть вместе. Мы понимаем, что нам это обоим -то очень много он берет, и я у него беру. Нам обоим на пользу совместное такое развитие бизнеса. И мы друг друга слышим и ищем всегда компромиссы, потому что есть желание сохранить такую семью, создать такую династию, вот, и что это очень круто, и нам обоим это нужно. Поэтому сейчас у нас прям мне нравится, как развиваются наши отношения. Это касается и личных, и бизнес-отношений, как мы отстаиваем границы свои собственные. И он, и я тоже, естественно, потому что он тоже такой же. Как я ему всегда, когда я его выселяла из дома, я ему сказала: сынок, два солнца в одном доме быть не могут. Поэтому давай, езжай куда-нибудь в другую вселенную, где, и создавай другую вселенную, где ты солнцем будешь ты. Вот, поэтому мы с ним так это можем друг друга обжечь, но прекрасно понимаем, что в этом нет какой-то задачи друг друга обидеть, а просто, ну, такие мы вот мощные. Можете вспомнить и привести пример какой-нибудь яркой рабочей ситуации, где вы с сыном прям вот обсуждали, взвешивали разные решения и пришли вот к какому-то одному решению общему? Ну, В основном касается не управления бизнесом. Здесь он признает абсолютно авторитет за мной, то есть он скорее учится у меня, чем советует. Вот. А что касается размещения средств, он управляет полностью всеми моими финансами. Он является, скажем так, управляющим. Поэтому я, естественно, советуюсь с ним по поводу размещения тех или иных денег, там, вложений и так далее. И, например, что касается фининструментов и криптовалюты, я здесь полностью полагаюсь на его знания и интуицию, 100%. То есть вот если он говорит: мам, вкладываемся сюда, я говорю: хорошо, вкладываемся. А что касается управления бизнесом, поскольку он и сам четко, очень реально оценивает свои возможности и свой опыт, он скорее, у нас, знаете, такая история про то, что я с ним делюсь, он меня поддерживает. Он со мной делится, я с ним поддерживаю. То есть сказать, что мы там каким-то образом друг друга чему-то учим, нет. Если учимся, то сами там берем что-то, слышим, чувствуем, что это прям новый какой-то такой для меня там опыт. А так нет, у нас вот в этом смысле точный мораторий. Никто никого, не дай бог, учить, если будет, или там навязывать точку зрения, не дай бог, это вообще нет. То есть мы с большим уважением относимся друг к другу и к границам друг друга, и не дай бог их нарушить. деловые отношения с сыном принципиально чем-то отличаются от деловых отношений с наемными топ-менеджерами? Безусловно. Мало того, хочу сказать, что такое одну очень важную вещь. Ребенок не должен подчиняться родителю на работе. Ни в коем случае. Не может чистого бизнеса быть. Все равно это аффилированность такая. Он на меня не работает. То есть здесь в этом и фишка и есть, что он параллельную историю ведет, Мгм. вот, но он мне не отчитывается. Есть два варианта. Первый вариант, если ты относишься к нему как на работе, как мама.
то, соответственно, ты не даешь возможность проявиться его силе. И кругом подстилаешь соломку и, в принципе, становишься необъективным в оценке. То есть, например, там, я достаточно жесткий руководитель. Если что-то, я вижу, делается изначально неправильно, я не стесняюсь никогда, я говорю сразу. А в зависимости от, скажем так, ошибки, реакция может быть разной. А если это ребенок твой, да, то есть твоя задача учить, а не требовать, правильно ведь? А на работе я очень много требую, я требовательная. Я ставлю задачи, требую их выполнения в срок, да, и я требую результата. И если это твой ребенок, то как ты у него будешь требовать? Это бред, потому что ты все равно хочешь его сначала растить. Он учится, то есть я, если его беру на работу, чтобы он учился. Поэтому что-то такое, взять какой-то участок работы, доверить ему и требовать с него результат в моем поле, там, в бизнесе, конкретно сейчас вот в Лазаревском, там, далее, я не буду, я не могу. Это неправильно будет по отношению к нему. Другой вариант, это вот тоже очень известная история, это когда ты требуешь, ты относишься к ребенку на работе как к обычному сотруднику. Тогда он перестает расти, он становится с тобой. То есть он обслуживает твои интересы, твои компетенции, твой опыт, твои решения и твои знания. Своих он иметь не сможет, потому что ты являешься для него непререкаемым авторитетом во всем. Все. Это, но для меня это конец будущего развития компании вообще, в принципе. То есть ты закрываешь ему все перспективы, перестаешь учить, а сразу там требуешь, наказываешь словом, естественно. Там. Ну, а это же твой ребенок. Ну, и та позиция, они тоже есть на самом деле, имеют место быть. Я знаю таких руководителей компании, я знаю таких наследников. Мне не нравится. Нет история. Поэтому у нас параллельно, и мы пока не пересекаемся. Скажите, пожалуйста, а 2 младших брата Федора, чем они сейчас занимаются? Ну, Роман, ему 16 лет. Это Мгм. совершенно другой вид энергии. Мгм. Это такой очень непоколебимый, уверенный, спокойный, большой мужчина уже, очень немногословный, но при этом, знаете, как скала такая. Он обладает прекрасным эмоциональным интеллектом, он эмпат, он прекрасно считывает людей, он чувствует ситуации, чувствует людей, очень чувствительный при всей своей масштабности личности в физическом плане, очень чувствительный. Его будущее, как бы, ну, он уже 10 класс, ему 16 лет, у нас в планах, что, наверное, скорее всего, это не про бизнес пока будет точно. Вы знаете, вот мне Рома почему-то меня больше всех напоминает. То есть я про бизнес тоже не была в самом начале ни разу нисколько. И он сейчас не про бизнес, и мы, наверное, планируем с ним разговаривали, что я всегда за то, чтобы дети занимались тем, что у них лучше всего получается. И лучше всего получается у него гуманитарные науки сейчас, это обществознание, биология. Поэтому посмотрели про набор ЕГЭ, и поэтому выбрали, скорее всего, это будет какой-нибудь психфак. Вот, и он пойдет получать психологическое образование, скорее всего. Но это совершенно ничего не значит в плане его будущего, будет ли он заниматься бизнесом или нет. Как видите, там моя история это абсолютно доказывает, это, что Мгм. 45 лет думать, что ты всю жизнь будешь домохозяйкой, заниматься сначала детьми, потом внуками, вот. А в итоге, хоп, и жизнь совершенно по-другому развернулась. Поэтому я вообще не планирую, особенно сейчас, я не знаю, это, наверное, даже очень неумно планировать что-либо дальше, чем на неделю вперед. Поэтому как развернется жизнь, я готова к любым сюрпризам, и я только, знаете, как у меня есть одна подруга, запасаюсь попкорном, вот, и смотрю, как вообще мои ребята будут разворачиваться дальше, и что у них будет за сюрпризы от них. Шаром, он такой, знаете, может быть, даже на Илья Муромца такого напоминает. Он такой, да, долго запрягающий. Вот. И не знаю, может быть, там какой-то момент, как у меня произойдет, пробуждение, озарение, хоп, и все, и все мы в шоке будем. Может быть, а может быть нет, а может быть он всю жизнь будет каким-нибудь там и психологом, там, работать с людьми и так далее. То есть я ни про Федю никогда не загадывала, ни про Рому не загадываю, ни про Марата, ни про кого вообще. Марату 13, это еще один интересный тип. Сразу начала улыбаться, потому что это уникальный персонаж. Это человек просто прирожденный юрист, я его называю адвокат дьявола. Что касается полемики, вести дискуссию, спорить, доказывать свою точку зрения,
Это просто человек-огонь. Его переубедить без фактуры какой-то. То есть он мне с 5 лет уже грозил тюрьмой и законами из Конституции. Вот. И я, да, его любимый персонаж — это Харви Спектр из «Форс-мажоров», естественно. Поэтому, мне кажется, мы с рождения уже знали, что он будет юристом. Вот. Сейчас он думает о том, что он будет, скорее всего, генеральным прокурором, как минимум. Поэтому это такой человек-огонь, ему все интересно, он разбирается в финансах лучше, чем я, честно могу сказать. Что касается обычной жизни, такой рутинной, бытовой, он знает прекрасно все, где что можно заказать, где какие-то эти кэшбэки, где какие скидки, как вот здесь вот что-то вот здесь можно. То есть он очень, очень такой финансово грамотный и дисциплинированный, я бы даже так сказала. Очень увлекается историей, обожает историю, особенно царско-русской семьи. Очень веселый, постоянно говорит. Мы, конечно, устаем от него иногда, но, в принципе, без него было бы очень скучно. Очень хочется вас спросить, 3 потенциальных наследника бизнеса в семье. Вам особенно нужно научить их взаимопониманию. Как вам это удается? И бывает ли так, что они ссорятся? И как вы вот эти вот ссоры между ними улаживаете? Знаете, это прям задача номер 1, самая такая серьезная была, особенно последние 3 года. Потому что вы абсолютно правы, они должны научиться коммуницировать и должны научиться договариваться. Последние 3 года были очень сложные отношения между двумя младшими, потому что оба вошли в вот такой острый подростковый период. И Мгм. конфликты были, безусловно, и драки, конечно же, были, и все это. Но я, знаете, к этому отношусь так: все проходит, и это тоже. То есть, честно, я как бы особо трагедии в этом не вижу. Конечно, в моменте безумно страшно, когда 2 здоровых мужика мутузят друг друга, честно. Мгм. Но я понимаю, что моя реакция сильно влияет на дальнейшее развитие отношений. Буду сделать из этого трагедию, ужас там, и так далее, бить в колокола — это будет одна развитие событий. Если я спокойно поговорю с ними обоими, покажу, что так не надо, там, или еще что-то другое. То есть, например, драк у нас уже год не было. И какой я для себя принцип вообще воспитания детей для того, чтобы они хотели видеть друг друга, в принципе, да, и общаться. Не навязывать никогда их друг другу. То есть у меня нет фразы «но вы же братья». Вот не дай бог. Это Мгм. просто сразу отрубит эту историю на всю жизнь. Они никогда не захотят быть братьями. То есть это, я считаю, что это чистой воды манипуляция, потому что если мы братья, то что? Позволено мной манипулировать, там, меня использовать, там, на меня наезжать, мне хамить, меня обзывать там, или еще что-то. Вот это, ну вы же братья, всегда про прощение кого-то, кто сделал что-то плохо, правильно? Не говорю я эту фразу им. Вот. И старшего сына, хотя у них разница достаточно большая, это 5 лет со средним и 8 лет с младшим, не навязываю ему детей, но вот у меня были сложности со здоровьем по конце прошлого года, и Федор сам проявил инициативу, и он ну, на месяц фактически занимался детьми без меня. Потом, когда все нормализовалось, мы также, опять же, договорились, что больше этого не нужно, что Федор может жить своей жизнью. Вот, поэтому сейчас, поскольку они очень разные, я стараюсь их не скрещивать. Если хотят, они могут куда-то поехать вместе. Но говорить о том, что мы едем туда вместе, потому что вы братья, мы семья, так не работает у нас. Только при обоюдном желании. Я считаю, что это процесс. И самое главное, он не однодневный. И не надо настраиваться на то, что это будет быстро сегодня, там, через неделю или через год. Моя задача, чтобы к 30 годам они были дружны. То, как сейчас они развиваются, это вообще абсолютно не имеет никакого значения, это больше значения имеет для каждой из них личности. А то, как у них будут складываться отношения, будет зависеть от того, насколько я правильно себя веду между ними, противопоставляю ли я их друг другу, сравниваю ли я их друг с другом, вот. Или наоборот, уравниваю их, да, то есть, ага, этому даешь, значит, этому должна и этому должна. Нифига. Я им всегда говорила: ребята, у меня индивидуальный подход к каждому. И если есть у одного вот это не значит, что будет у тебя и у тебя. Одинаково ничего не будет. Разные отношения, разные требования и разные ожидания. Ну, вот на тот период, когда они дети, естественно. Вот, поэтому здесь у меня нет никакой уравниловки и нет никакого сравнения. Каждая из них личность индивидуальная, которая сейчас должна формироваться в соответствии с их собственными какими-то желаниями и потребностями.
и не стремиться быть как Федя или как Марат или как Рома. Вообще никто не должен этого делать. Естественно, поощряется и закладывается мной это хорошее воспитание. Здесь я как бы категорически непоколебима. Хорошее воспитание, уважение к людям, которые вокруг, уважение к учителям, уважение к среде, в которой ты находишься, уважение к законам страны, в которой ты живешь. То есть я вот это считаю как бы основополагающие ценности. И здесь там, я, конечно же, их у всех уравниваю. Это единственное, что их объединяет. Я считаю, что это единственный способ того, чтобы их отношения в дальнейшем будущем, когда у них уже свои семьи будут, и когда уже они будут главными в семье, чтобы у них были хорошие. Они же, наверное, обижаются, когда у одного, допустим, есть какая-то вещь, а другой тоже такую хочет. Обижаются. Я вообще, в принципе, про обиды как-то стараюсь не обращать на это внимания. Ну, естественно, я объясняю, почему так, а не так. Вот. Если это объяснение не работает и обида остается, ну, как бы это проблема того, кто обижается. Еще больше хочу сказать. Я даю тому больше, кто больше требует и просит, то есть ему нужно. То есть не то, Мгм. что истерит, да, там, хочу, 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 нет. А кто помнит, кто договаривается, кто каким-то образом говорит, что вот, да, а давай я вот так, а ты вот так. А вот, то есть какое-то, знаете, движение ума идет, когда вот человек точно хочет какую-то вещь, например, и он старается каким-то образом либо ее заработать, либо заслужить, либо доказать, что она, просто я должна ее купить срочно, 100%. А когда, например, там человек демонстрирует полное пренебрежение и говорит, да, в принципе, мне и не надо, я говорю, ну хорошо, мне легче, будут деньги сэкономлены. То есть там у тебя там нет того пятого, двадцатого, и тебе не надо, но это же прекрасно. Я только за. Я не буду тебе это давать, потому что я считаю, что у тебя это должно быть. Нет, не дам. Пока ты не подумаешь о том, как у меня это получить. Скажите, пожалуйста, дети, ну вот в частности Роман и Марат, у мамы на работе бывают Да, или да. Вот, кстати, Роман, вот я только вернулась вчера вечером с предприятия. Роман позавчера ходил со мной на свинокомплекс ходил и на ферму ходил. Марат тоже, когда приезжает, обязательно они ходят. Там на комбайнах катаются. Но это все равно детские все истории. Я, конечно, их там вожу. Сказать, что они там сильно этим интересуются, нет. Я тоже не интересовалась, честно могу сказать. Мало того, я терпеть не могу возиться в земле, потому что я там всю свою сознательную жизнь, живя с родителями, очень много вкалывала. И на картошке, и свиней мы держали 7 штук, и кто их, по-вашему, за ними кормил их и ухаживал? Ну, кто? Мы, дети. Вот. Поэтому я в свое время тоже очень хорошо так наработала, что меня чисто руками меня не тянет вот, к сельскому хозяйству. Поэтому они бывают, я их всегда как бы держу в курсе, что происходит. То есть так-то, если они проявляют интерес, я их обязательно беру. Но не, я опять же говорю, я не навязываю. Вот сейчас, например, я думаю о том, что Роме было бы неплохо поработать этим летом. При этом я ему озвучила, что с июня по август он не будет получать карманные деньги, потому что ему достаточно лет, чтобы он уже мог себе заработать. Я только плачу то время, которое он учится, то есть с сентября по май. Он учится, он не может работать. А июня по август он уже может работать, поэтому я ему карманные деньги давать не буду. Мгм. Вот. И мы думаем о том, что, естественно, к себе его не возьму. Опять же, к нему будет предвзятое отношение всех моих сотрудников, они будут с него пылинки сдавать, прекрасно это знаю. Вот. А, скорее всего, он будет работать в Москве, там, курьером, может быть, я не знаю. Сам пусть как-то думает, ищет себе работу. Вот. В свое время я как бы таким образом, там, старшего сына, 18 лет, он отселился. Я его лишила содержания на полгода, потому что была история про то, что я поняла, что у ребенка больше нет благодарности за все, что я ему даю, потому что он мне слишком часто стал повторять фразу «а я тебя не просил». Не просил? Ну что ж, до меня дошло наконец-то. Я слишком много даю. И полгода я ему не давала ни копейки, тем более он еще жил отдельно. И в какой-то момент, это очень такая история знаковая для всей семьи, все знают, что я могу это сделать. Это было в декабре, он пришел к нам домой, а я жила тогда с двумя детьми, и няня у нас была, и вот няня кормит младших детей, и Федя пришел, и его кормит. И вот он сидит, смотрит на них всех и говорит: какие вы дураки, как вы не цените, у вас теплая еда, у вас чистая постель. Вот. Я посмотрела на него и сказала: сынок, ну что ж, видимо, ты это самое понял урок, который у тебя был.
И с января я ему вернула карманные деньги. Конечно же, он еще тогда не работал, он учился на МИЭФе, там учиться-то было непросто. После этого у нас таких историй больше не возникало, он всегда очень благодарен за все, что я для него делаю. И была еще такая тоже история, мы сидели с Федей, кушали в каком-то ресторане, звонит Марат, и ни с того ни с сего задает такой вопрос. А у Феди, у него максимальная скидка на МИЭФе 70% была. А если Федя слетит со скидки, ты будешь оплачивать 100%? А я говорю, нет, тогда Федя будет оплачивать свое обучение сам. Федя аж подавился, меня смотрит, это правда? Я говорю, да. А сама не верила, честно. Я просто вот, я сама сижу, что я сказала, зачем я это сказала? Но он мне поверил, он не слетел со скидки больше никогда. Это был второй курс. Так он и доучился до конца четвертого курса, хотя у него были желания полениться там и так далее. Вот, так он до конца доучился с 70% скидкой и блестяще закончил бакалавриат. Сейчас у него бесплатный оффер, его предложили, позвали в магистратуру, он учится бесплатно. Получается, что вы детей, которые, в принципе, материально обеспечены, научили ценить деньги. Здесь дело не в цене деньги. Это знаете про что? По большому счету, такие родители, как я, руководители большие, да, они же все контролеры. Мы все контролеры жуткие. И по большому счету то, что мы даем в таком количестве большом, обеспечиваем своих детей, мы на самом деле платим за свое спокойствие. При этом мы закрываем своим детям какие-либо перспективы для развития, потому что мы так боимся за них. Что думаете, у меня нет таких мыслей? Да 100%. Есть, были и будут. Но жить в страхе постоянном за ребенка, это значит не дать ему жить вообще. И люди богатые, которые имеют возможность подстелить везде соломку, закрыть любой сквозняк, они это будут делать. Но тогда это называется, мы уже даем слишком много, и дети им не хотят, им столько не надо. И от этого получаются конфликты. Они не берут уже. А это не значит, что они говорят, нет, не давай мне больше. Нет, они сопротивляются эмоционально, они начинают спорить, психовать, доказывать свою точку зрения. Там вот как у нас с Федей было. Они перестают быть благодарными. Вот это, я тебя не просил, вот эта фраза. То есть как только ребенок перестает благодарить за то, что ему дается внимание, финансы, там, забота и так далее, и время, все, даже время, все, это говорит о том, что все, он переел, его нужно оставить одного со всем этим, переварить и начать жить свою жизнь. И перестать уже быть просто чьим-то сыном или чьей-то дочерью. Я про это больше. И это не важно, деньги это или внимание. Благодарность – это единственный признак того, что вы даете норму. Если благодарности нет, это ваша проблема, это вы слишком много даете. И даете вы не потому, что вы любите своего ребенка, а потому что вы за него боитесь. Или даже, знаете, не боитесь, а считаете, что он не справится. Это про то, что да, то, что вы лучше, чем он. И он никогда не будет лучше, чем вы, или какой же, как вы понимаете, то есть вы лучше знаете. То есть он не справится. Скажите, если через несколько лет Роман и Марат придут к вам и скажут: «Мама, мы хотим работать в семейном бизнесе», что вы будете делать? Что вы будете делать, что вы умеете? Ну, здесь будет просто все спокойно. Что бы вы хотели и что вы можете? В первую очередь, что вы можете? Какую добавленную стоимость вы можете принести в компанию? Ну, я могу взять водителем, например. Но опять же таки не к себе, а куда-то в подразделение. Но если мы говорим про сегодняшний возраст или еще что-то, то есть, естественно, я буду отталкиваться от их компетенций, от их профессиональных навыков, которые они наработали и либо узнали и в процессе обучения, что они могут уже как добавленную стоимость привнести в компанию. То есть, когда дело заходит про бизнес, здесь вот все вот эти истории про личные отношения, мне вообще они неинтересны, честно я могу сказать. Вообще неинтересны. Они только на самом деле все разрушают. Например, Федор сейчас приносит добавленную стоимость, уже сейчас компании. Соответственно, у него есть своя заработная плата, и он ее абсолютно точно заслуженно получает. Что касается каждого из них, если они захотят работать в компании, естественно, мы будем отталкиваться о том, чем они могут быть полезны компании. Вы не пытаетесь воспитать в них преемников именно бизнеса, вы пытаетесь воспитать
в них самостоятельных личностей, которые способны добиться успеха в любой сфере, не только в семейном бизнесе. 100%. Потому что если хочешь, чтобы у тебя не было преемника, воспитывай себе преемника. Это закон. Даже вот такого понятия, такого термина, как преемник, есть оно у вас где-то в Ну, сознании? вот оно щас у меня появилось. У меня Фёдор стал преемником сейчас. Он присутствует на всех моих совещаниях. Зачем он присутствует? Он слушает, как я разговариваю с людьми. Он Мгм. слушает, как я принимаю решения. Он смотрит, и он впитывает. Ему интересно. Я интересна ему как ментор. Я ему интересна как учитель сейчас. И он сейчас проявляет очень большой и искренний интерес ко всему, что творится в компании. Но это не значит, что он готов к управлению. Нет. Но уже такой интерес и в таком объеме, который сейчас говорит о том, что он будет в будущем, потому что я, главное, тоже не перекормить там и не передавить. Я вообще сейчас настаиваю на том, чтобы Федя больше занялся своим здоровьем, там, побольше путешествовал, побольше еще что-то учился. Пока ему там всего там 22 вот будет, у него, он должен набираться других интересов, других компетенций, других впечатлений, которых у меня не было и уже не будет. Для того, чтобы потом вернуться совершенно другой личностью, которая принесет совершенно новые современные методы и управления, и какие-то технологии, и производство, и так далее, инструменты. То есть, потому что если он будет сейчас рядом со мной, откуда он возьмет это все? Да, он слушает, как работаю я, для того, чтобы там какие-то вещи действительно для него полезны, которые делаю я. Но это будет другой руководитель. Мало того, я хочу сказать, мы с ним совершенно разные руководители. Я антикризисный менеджер. Я про то, чтобы что-то изменить, разрушить и на этом месте построить новое. А он про то, как управлять в мирное время. Я вам точно говорю. Потому что я, например, в мирное время мне сложно. Мне нужны все время какие-то проекты новые, еще что-то. То есть вот какое-то рутинное управление мне скучновато, когда не надо каких-то подвигов совершать там, или что-то с чем-то бороться и так далее. А Федор, он как раз про руководитель в мирное время. Вот такой. Вот и я уверена, что как раз он станет символом новой компании, когда я не собираюсь там до 100 лет работать, вообще нет. То есть у меня даже есть определенные какие-то мысли по поводу того, сколько я еще не буду говорить, смеши Бога, да, вот, но у меня достаточное количество других интересов в жизни, и я не планирую всю жизнь руководить компанией. Я уйду ровно тогда, когда посчитаю, что все, Федор готов и может вместо меня быть. Вот, а как вы поймете, что он готов? А я почувствую это, и он тоже почувствует. Я даже в этом не сомневаюсь ни минутки. Это будет вовремя. Чек-лист можете сформулировать, если это возможно, несколько правил воспитания преемников? Значит, первое, если хочешь, чтобы был преемник, никогда не воспитывай преемника. Второе, если никогда не позволяй своим детям делать то, за что их будешь осуждать, и принимай решения в отношении детей не из страха, а из любви. Все. Ну, чтобы все вот это вот осуществить, нужно самой состояться как личность, как мать. Самой как личность, да, выразить. Мгм. Естественно, потому что это когда сам еще находишься в таком состоянии страха, сомнений, там, сам себе не веришь и так далее, этим принципам очень сложно следовать.